Коллеги, у нас есть пациентка. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Жанна. Жанна, расскажите, что вас беспокоит? Беспокоит боль в колене. В каком? Левое колено, получается, вот внутренней с другой стороны. Что случилось? Было падение, а боль уже началась до падения. Просто я не знала, что была немножко большая путаница, была проблема у меня с сосудами, я думала, болит, что связано с ними, болит вена. И после падения начала скапливаться жидкость, развился синовит. Левое колено стало. Да, мы видим и на МРТ, и клинически есть увеличение объема, выраженность верхнего заворота, есть ограничение полного разгибания и ограничение сгибания. Есть клиника повреждения небольшая мениска медиального, а сустав в целом стабильный. Мы сейчас протестируем ассоциированные мышцы с коленным суставом и посмотрим, чем можно помочь. И поскольку боль в коленном суставе была до падения, коленный сустав нам говорит о том, что он до этого работал неправильно. Может быть, это та причина, из-за которой пациентка упала. Но на сегодняшний момент поверх этой проблемы наслоилась сама травма. И мы, возможно, будем на сегодняшний момент устранять причины, последствия самой травмы. Ложитесь, пожалуйста. Боли беспокоят при ходьбе? Нет, боли беспокоят, они могут вообще не беспокоить. Я не понимаю, в каком месте болит. У меня боль расходится полностью и вверх колена, и вниз колена, в различных направлениях. Поскольку у нас есть в организме рецептор Гольджи, который реагирует на растяжение, они есть абсолютно во всех сухожилиях, связках, и они дают информацию в мозг вообще, где находится конечность, в каком состоянии, натяжение мышц. Но есть еще рецепторы Гольджи, которые находятся в капсуле сустава, капсульные Гольджи. И вот они при своем растяжении, они могут растянуться избыточным количеством синовиальной жидкости, они будут именно давать вот такую разлитую болезненность, они будут ингибировать ассоциированные мышцы. И пациентам при синовите, при выраженном синовите не рекомендуют наступать на ногу, потому что нога слабая, человек может получить травму. И любая нагрузка будет способствовать сохранению и увеличению объема жидкости, что будет затруднять процесс выздоровления. Мы сейчас протестируем мышцы. Я хочу протестировать мышцы. Держите. Мышцы. Тонус мышц верхней конечности. Мышцы работают. И мышцы нормотоничны по ощущениям. Давите. Мышцы на правой ноге, флексоры, работают. Я сейчас буду тестировать травмированную конечность. Давите, и мышца не работает. Что будет, если я уменьшу нагрузку с передней крестообразной связки? Если там сработал момент травмы, а пациентка рассказывает, что было падение характерно для растяжения этой связки. Я уменьшаю нагрузку с передней крестообразной связки, и эффект не наступает. Я уменьшаю нагрузку с задней крестообразной связки. Давите. И это тоже не помогает. Это говорит о том, что причина вот этой гипотонии не в этих связках. Далее я проглаживаю медиальный комплекс. Это медиальный удерживатель надколенника и медиальную боковую связку. Давите. И идет усиление. О чем это говорит? О том, что именно сегодня мы можем включить определенные мышцы, снизить вероятность, во-первых, получения повторных травм, добавить стабильность в суставе, а добавление стабильности в суставе будет способствовать уменьшению жидкости, уменьшению болевого синдрома. И восстановленные мышцы, вот так как здесь, если они будут работать, они ускорят процесс выздоровления. А далее я хочу проверить, если сейчас пациентка позволит, протестировать внутренние поверхности аддуктора. Я сначала протестирую с правой стороны, сближай ножки между собой. Сближай, дави, сближай и дави. Дави, еще дави, дави, дави. Дави. Не работает. Сближай, пожалуйста. Не работает.
Еще раз. Сближай, пожалуйста. Сближай. Мышца с правой стороны. Дави, пожалуйста. Дави, дави, дави. Мышца работает, просто я при фиксации растягиваю здесь связку, поэтому ложный результат. Если я буду тестировать левую ножку, дави, пожалуйста, мышца не работает. Согласны? Что будет, если я буду опять же проглаживать внутренние связки, потому что они ассоциированы с мышцами по внутренней поверхности бедра. Давите, пожалуйста. Давите. И становится легче. Да? Это говорит о том, что, скорее всего, здесь в момент травмы произошло растяжение связочных структур по внутренней поверхности коленного сустава, вот здесь. И сработал этот рецептор. Если мы нормализуем состояние этих связок, то состояние сустава улучшится. Как и мы делали ранее на пациентах, мы придавливаем любое сухожилие для усиления сигнала. Придавите. И я тестирую любую нормотоничную мышцу. Давите, пожалуйста. Это индикатор состояния нервной системы, индикатор нормальной работы нервной системы. Видите? То есть нервная система работает хорошо. И я сейчас дерну связочку на правой ноге, внутреннюю боковую. Давите. Мышца работает. Потому что нервная система не чувствует никакой угрозы для себя, для своего хозяина. Далее я аккуратненько натяну связочки внутренней поверхности левого коленного сустава. Давите. И получается гипотония, потому что здесь идет патологически неправильный сигнал с этого связочного комплекса в нервную систему. И любая нагрузка на него создает стресс для нервной системы. Он воспринимается как угроза для своего хозяина. И нервная система нам об этом показывает. Смотрите еще раз. То же самое будет, если я надавлю локально по связочкам. Здесь, держите, держите. Здесь норма. Немножко выше поднимаюсь. И здесь, давите, не держится, да? Это говорит о том, что в этом месте есть проблема. Как правило, эти места болезненные. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Эта область и суставной щели, там может проблема быть с мениском именно в области крепления, и область именно связочного аппарата. Есть проблема. Сейчас мы определим первичность этой проблемы. Давите, пожалуйста. Давите. И мы понимаем, что эта связка компенсирует еще какую-то, скорее всего, связку, которая была дополнительно растянута в момент травмы. Расслабьте. И через определенные провокации я нахожу ту зону, которая пострадала. Давите. И нам пациентка сказала, что было падение и на таз. Да? Я сейчас буду проглаживать связки в области левого крестцово-подвздошного сустава. Сейчас, секундочку. Вот здесь было падение, да? Ну, сели. Это с лестницы было. Давите. Давите, давите. Давите. Идет усиление. Это говорит о том, что нервная система в момент падения получила максимальный стресс и удар, соответственно, на ту точку, на которую пациентка села, это область левого крестцово-подвздошного сустава. А эта связка, она дополнительно тоже была растянута, но она идет как компенсация к основной проблеме. И лечить в данной ситуации мы можем, конечно, и коленный сустав, но в основном нужно компенсировать и пролечить связки области таза. Давите, давите, давите. Больно? Угу. Давите. Также проверяем эти связки. Придавите сухожилия здесь. Угу. Если я дерну связочку с правой стороны, расслабьте. Давите. Ничего не происходит. С левой стороны гипотония. Это ненормальный ответ. Иногда лечить только коленный сустав без толку. Потому что проблема на самом деле вот там находится. Угу. Я раздражаю эту связку, получаю гипотонию, и когда здесь хуже, давите, в области первичной дисфункции легче. Мы сейчас пролечим и посмотрим результат. Сейчас еще раз.
Давите. Это та область, которая первично пострадала в момент травмы. Угу. Наверное, хорошо. Сейчас расслабьте. Расслабьте, расслабьте. Я раздражаю две связки. То есть, условно, мы воспроизводим тот файл, который нервная система получила в момент падения. Немножко неприятно. Расслабьте. Держите. Давите, давите. Придавите сухожилие. И теперь идем в обратной последовательности. Ни одна из провокаций не должна восприниматься нервной системой как угроза. Я дергаю уже чуть больше левую половину таза. Давите. Мышца сильная. Я нагружаю больше медиальный отдел, внутренний отдел коленного сустава. Давите. И сигнал с этих связок воспринимается как нормальный. Все мышцы, которые с ней ассоциированы, это мышцы таза, большие ягодичные мышцы, мышцы, связанные с коленным суставом, они все должны сейчас включиться, и суставу больше шансов для выздоровления будет. Давите, пожалуйста. По-другому. Давите, давите. Сближайте ножки между собой. Сближайте между собой. Давите. Мышцы сильные. Встаньте, пожалуйста, понаступайте. Поскольку там есть, и мы сейчас увидели МРТ довольно свежее, там есть синовид, то это тот случай, когда пациент может вам не сказать о быстром наступлении результата. Но с неработающими вот этими мышцами результат положительный может не наступить вообще. Как ощущение? Подвигайтесь в ножках. Ну, то ли страх прошел, то ли, Ну вы опишите свои... Стало полегче. В чем это отражается? Нога сама как-то полегче. Видите, на благо ладонь такая тяжелая, как будто не моя. Вот я иду, и мне кажется, как будто я... Она тяжелее? Нет, напротив, мне как-то... Нет, вот первый раз, когда вы пришли, первый раз, когда тяжелее. Это похоже, как будто она слабая? Или это как-то по-другому? Как будто онемевшая. Онемевшая. Да, вот И тяжелая. Да, и тяжелая. А сейчас? А сейчас есть какие-то такие ощущения, нет, в колене, что, видимо, какую-то давали нагрузку, да, или что, немножко... Ну, понадавливали. Да, присутствует, но не остро, а вот именно, Но что еще как бы чувствуется. Вот, в целом ощущение по ноге как? Легкость? Ну, я могу хотя бы ее, вот я обычно ее с помощью руки своей поднимаю. А сейчас? Сейчас я Ну, могу... вы подвигайте побольше, сейчас немножко... Я могу ее выше поднять, Ну, потому что она у меня выше. Вы не бойтесь, вы сделайте хотя бы 5-10 движений. Вот так я не могла ногу поднять, Ну, могу сказать. Подвигайте, подвигайте. Вот, еще. Просто с каждым вашим движением сустав будет лучше работать. И Этого я себе не могла точно позволить. Угу. И тот объем жидкости, который есть, конечно, мы недавно разбирали пациента с плечевым суставом, там не было синовита, и мы его прямо сегодня отпустили на тренировку. Здесь никаких тренировок быть не может. Почему? Потому что любой объем жидкости в определенных ситуациях, нагрузках, во-первых, он может увеличиваться, во-вторых, он будет при определенной ситуации создавать слабость. Как поведет себя нога в этой ситуации, мы ее не пустим на тренировки сегодня, мы дадим задание выполнять холостые движения, то есть упражнения. Эти упражнения позволят жидкости уменьшиться довольно значительно. Здесь, поскольку есть острая травма, можно поделать и физиопроцедуры, и мази, крема, и противовоспалительные, чтобы сустав был по объему такой же, как на правой ноге, и потом потихонечку вы будете давать нагрузки с минимальных до вот обычных ваших нагрузок. И, конечно, и обязательно я бы посмотрел вас, условно, через 2-4 недели. Для чего? Мы сейчас пролечили травму падения, но вы упали, возможно, из-за того, что у вас неправильно работал этот сустав, раз. Во-вторых, вы жаловались на него до этой травмы. Высока вероятность, что через 2 недели нервная система нам еще что-то покажет, из-за чего колено болело до травмы. Угу. Спасибо. Да? Не бойтесь, поделайте так. Ну, вам нравится? Мне нравится. Ну так, кайфаните, вот так, давайте. Не бойтесь, не бойтесь. Вы пришли, вот вы когда стояли, у вас видно, что колено, смотрите, вот так стояли, и оно вот такое, даже через одежду.
было видно. Лягте, я посмотрю еще на спинку. Мне правда, потому что лейтенант жидкости, я почувствовала чувство распирания такого. Ну, конечно. Но вам когда, смотрите, человек палец придавил, он распух. Он что, вот так сделает? Палец, он... Да, он... Но за счет того, что распирает, конечно. Все, что наполнено жидкостью, оно не будет работать вот так, смотрите. Ну, по... Я уже, да, И чем, давите, и чем больше жидкости, тем хуже она сгибается. Если жидкости много, движение может быть вот такое, смотрите. Вот. Жидкость уменьшается, амплитуда увеличивается. Но для того, чтобы она уменьшилась, вы не приседаете, вы делаете просто холостые движения. Там велосипеды или просто ножкой туда-сюда, но на всю амплитуду. Не вот так, а вот, ну, вот так. И не боитесь. Даже если у человека есть показания абсолютно, ну, относительные к оперативному лечению, и он к этому когда-то придет теоретически, хотя у вас, ну, благополучно, терпимо, то лучше изначально включить мышцы, дать шанс, ну, чтобы ваша совесть была чиста перед ногой, что вы сделали максимум, чтобы не оперироваться, что там условно там заводские настройки еще. Если мышцы включились, высока вероятность, что колено пройдет, и вы не пойдете на операцию. Если, например, у человека все включилось, и он, ну, занимается тяжелым фитнесом, и что-то его не устраивает, он может пойти там малоинвазивно сделать артроскопию, но у него результат будет лучше, когда это сделают на восстановленном суставе по мышцам. А когда он и так не работает, сверху сделали, и потом непонятно вообще. Понятно? Держите. Держите ножку, давите. Давите. Чувствуете? Конечно. Вот и все. Держите ножку. И вы сейчас подвигались, если мы что-то там упустили, или там есть другие рецепторы, они бы сейчас нам показали себе. Давите ножки вовнутрь. Да? Я теперь хочу по объему посмотреть. Не бойтесь, я просто согните. Вот. Ну вот это дальше она не идет. Потому что жидкость, конечно, мы дальше, можно, конечно, сделать, это нехорошо, но как только жидкость будет уходить, она потихонечку согнется больше. Поставьте этот, я еще проверю. Дави, пожалуйста. Угу. Дави, дави. Я связочки другие посмотрю. Давите. 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 То есть мы сейчас стрессируем переднюю крестообразную связку и смотрим на работу нервной системы. Задняя крестообразная связка, давите. Я делаю ротацию, давите. Натягиваю связки менисков, давите. Давите, давите. Натягиваю связки, давите, давите. Головки малоберцовой кости. Натягиваю связки латеральной, наружной поверхности коленного сустава, медиальной поверхности, давите. Собственную связку надколенника. Все, все, все. Давите. Здесь больно, здесь дисфункция. Вот. Натягиваю сухожилие четырехглавой мышцы, давите. То есть дисфункция есть в области собственной связки надколенника. И сейчас мы это полечим. Давите. Давите. Возможно, это та дисфункция, которая присутствовала у пациентки до травмы. Здесь и болело. Здесь и болело. Ну вот пациентка нам сегодня проговорила, что мы нашли еще и вторую дисфункцию. И ищем пару, которая компенсировала эту область. Давите. 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 И мы находим компенсаторные связки в области голеностопного сустава. Это та ситуация, когда пациент может сказать, что не любит, ну, какую-то обувь носить. Кто-то каблуки не любит носить, кто-то плоскую обувь. Давите. Меньше болит? Ну, сейчас нажали, я не почувствовала острой боли. Когда... Вот результат лечения PDTR, когда говорят, насколько эффективность. Минуту назад здесь была резкая боль, сейчас боли нет. Почему? Ничего не изменилось с точки зрения анатомии, физиологии,
ни отек не ушел так быстро, все осталось. Но нормализовался рецепторный ответ с этой связки. Мы уменьшили сигнал. Здесь сигнал сейчас нормальный, и при растягивании этой связки она абсолютно безболезненна. Темпировать это без толку. То есть здесь тейп сработает, вы связку расслабили ровно настолько, пока он находится на ноге. Как только вы сняли, проблема ушла. Но проблема сохраняется, она вернется. Видите, не болит? Подвигайте сейчас. Возможно, мы сегодня устранили и ту проблему, из-за которой появились боли, дисфункция в коленном суставе. Как скажете? Замечательно. Замечательно? Ну да, видите, как я зашла, я зашла, таща за собой. Да. Но сейчас после второй коррекции еще лучше стало как-то? Выше, нога Выше? поднимается, мне кажется. Да?